Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу о своей новой покупке. Это роторная электробритва от компании Philips. Как я ее все-таки купил, как я решился? Первоначально у меня была сеточная бритва от компании Braun. И я думал, вот я ее куплю, и все будет на высшем уровне. У меня была данная бритва где-то 3 года назад. Так вот, попользовался я ей примерно 2 года и понял, что, ребята, она вообще никуда не годится. То есть она вырывает волосы, ведет себя очень-очень странно. Она даже не сбривает весь полностью волос. Так вот, это все зависит от технологии данной бритвы, потому что, как мы сейчас знаем, если мы купим бритву сеточную 2020 года, то она будет, конечно же, брить очень и очень чисто и очень качественно. После этого я решил, что сеточные бритвы мне вообще не подходят. И купил роторную бритву от компании Povos. Была скидка в Алиэкспрессе, и я ее купил примерно за $20. Пользовался я ей вообще превосходно. Она, можно сказать, устраивала меня полностью. Но все-таки пришло время, и у меня затупились сами лезвия. Посидел я в интернете, думаю, можно же их купить. И стоимость меня очень сильно огорчила. То есть бритва стоила $25, и сами лезвия стоят $25. То есть можно купить еще одну бритву. Посидел я, подумал и решил, что мне нужна хорошая фирма, как Philips. Все мы знаем, что сейчас на нашем рынке только, на мой взгляд, 2 очень хорошие фирмы. Это Philips и это Panasonic, сеточные бритвы, на мой взгляд. Купил я данную бритву, и сегодня я вам расскажу, стоит ли ее рассматривать к покупке, потому что она стоит примерно $80. И не каждый человек все-таки может потратить данную сумму, чтобы просто побриться. С вами канал Техноум, поехали! Первоначально давайте пробежимся, что это все-таки за бритва. Это электробритва Philips S5400-06. Это у нас роторная бритва компании Philips. Способ бритья сухое и влажное. Цвет черный. Тип питания аккумулятор. Быстрая зарядка есть. Время зарядки аккумулятора 60 минут. Время автономной работы 45 минут. Количество бритвенных головок, то есть сеток вот этих, 3. Плавающие головки есть. Подвижный бритвенный блок есть. Водонепроницаемый корпус, только бритвенный блок. То есть сама наша бритва не защищена от попадания влаги. То есть имейте это в виду, потому что это очень важно. Вот этот бритвенный блок только защищен от попадания влаги. То есть если вы, например, моете данную бритву, старайтесь не попадать на корпус, потому что тут имеется кнопка, но индикатор есть. Он показывает у нас, когда нужно заменить ножи, зарядку, очистку, разрядку и дорожная блокировка у нас имеется. Гарантия у нас 2 года. Так вот, ребята, сегодня мы будем брить данной бритвой мою щетину. Она не сильно, можно сказать, густая у меня. У меня вообще редкие волосы, видите, на щеках у меня вообще не растут, как ни странно, волосы, борода моя. Но мы сегодня будем испытывать данную бритву. Как мы будем испытывать? Мы будем испытывать на сухую, вот такую щетину будем брить с левой стороны, и будем на влажную, то есть использовать пену. Вот с этой стороны. Если у нас первоначально данная бритва не возьмет все это, мы будем использовать триммер. Он подключается к данной бритве очень и очень легко. То есть мы можем отщелкнуть вот этот блок смены и подсоединить триммер. Также у нас имеется специальный выступ, чтобы мы не перепутали, как вставлять данный триммер. Видите? То есть по-другому вы его не вставите. Все, вуаля. Тоже мы ее испытаем, как она броет. Все. Щетина у меня примерно 2-3 недели. Я знаю, что у каждого она разная. Первоначально давайте испытаем левую сторону на сухую данной бритвой.
Как мы видим, бриться данным способом вообще нельзя. То есть мы снимаем наш сменный блок и вставляем наш триммер. И после этого посмотрим, что произойдет. Ну, я вам хочу сказать, что после данного триммера, достаточно неплохо остаются волосы, но броет неплохо, ребята. После этого мы снимаем вот этот вот сменный триммер и вставляем нашу саму бритву. И попробуем, что получится у нас в дальнейшем. О, ребята, броет очень чисто, без каких-либо пропусков, то есть никакой щетины не оставляет, и действительно это намного круче, чем китайская подделка, и это вы должны понимать. Можно сказать, что волосы не рвет, вот когда мы без триммера брили, конечно же, цепляет волос. Никакой технологии приподнимания высоких волос тут нету. Всегда используйте данный триммер, это очень хорошо. В некоторых комплектах его нету, так что можно докупать или так далее, но лучше купить сразу с ним. Сейчас, ребята, чтобы побриться на влажную, я поброю всю свою щетину вот этим триммером. Ну что же, ребята, вот и прошелся я данным триммером полностью свою бороду. Скажу так, броет достаточно неплохо пока что. И замечу, бритва абсолютно новая. Но оставляет, все-таки оставляет волосы. Нужно проходить 2-3 раза, но это неприятно, по крайней мере. После этого мы снимаем данный триммер и ставим наш бритвенный блок. И будем на влажную брить. И посмотрим, что у нас получится. То есть я буду использовать пену. Ну что же, ребята, теперь я могу подвести итог все-таки этой электробритвы роторной. Хочу сказать одно. Вот эта вот плавающая головка вся из себя, такая разрекламированная сейчас в ТВ и так далее в интернете. Помогает ли она лучше побрить вашу бороду? На мой взгляд, да, ребята. Все-таки есть какой-то плюс. Он небольшой, не стоит ждать тут прям восхитительных каких-то показателей. Он примерно такой же, как и не у плавающей головки. Но все-таки лучше подлезть в какое-либо место. Также хочу сказать одно, что очень неудобно, когда сама бритва не влагозащищенная. То есть вам нужно снимать этот блок, иди мой его и так далее. Лучше, наверное, раскрыть и помыть под водой. Если попадет влага на
бритву, ничего страшного. Так что, ребята, это минус, что сама наша бритва не защищена. Влажное и сухое бритье. Скажу одно, влажное бритье мне не понравилось, потому что все-таки вот эта пена забивается в наши головки, и это очень неудобно, то есть она перестает бриться и так далее, сама бритва. Это, на мой взгляд, не стоит ее покупать, если вы любите влажное бритье. Так вот, а по поводу сухого бритья, да, ребята, на мой взгляд, достаточно неплохо справляется. Конечно же, есть раздражение, я не знаю, потому что роторная бритва все-таки всегда делает раздражение после бритья. Если у вас очень чувствительная кожа, покупайте сетчатую бритву, но все зависит от, можно сказать, серии. В 2020 году все бритвы, если выпустились в данный год, очень и очень хорошо броют. По поводу данной бритвы скажу одно: как любительская бритва она подходит, как профессиональная бритва, увы, ребята, нет. Но за $70, конечно, вы не купите профессиональную бритву для домашних условий. Да, ребята, покупаем и пользуемся без каких-либо проблем. А пока все, что я вам хотел рассказать. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.